Космологический аргумент. Космологический аргумент в философии и религии – это аргумент в пользу существования Бога, основанный на наблюдениях и фактических утверждениях, касающихся Вселенной, как правило, в контексте причинности, изменения, случайности или конечности. Опираясь только на разум и наблюдение, исключая откровение, космологический аргумент относится к области естественной теологии. Обычно он принимает форму утверждения: должна существовать первопричина всего сущего. Космологический аргумент можно назвать причинно-следственным аргументом или аргументом первопричины. В философском анализе первопричина обычно определяется как Бог, как это определено в классических концепциях теизма. Истоки этого аргумента восходят, вероятно, к Аристотелю. Впоследствии он развивался в рамках научных традиций, неоплатонизма и раннего христианства, а затем в рамках средневековой философии исламской схоластики. В конечном счете он был введен в христианское богословие Фомой Аквинским. В XVIII веке космологический аргумент стал ассоциироваться с принципом достаточного основания, сформулированным Готфридом Лейбницем и Сэмюэлем Кларком, который сам по себе является изложением причинно-следственного принципа Парменида, гласящего, что ничто не возникает из ничего. Платон и Аристотель оба выдвигали аргументы первопричин. Платон провозгласил демиурга, обладающего высшей мудростью и разумом, создателем космоса. Аристотель разграничил понятия о бытии случайном и необходимом, условном и безусловном, и заявлял о необходимости признания в ряду относительных причин первого начала всякого действия в мире. Как и Платон, Аристотель верил в вечный космос, не имеющий ни начала, ни конца, что в свою очередь следовало из знаменитого тезиса Парменида: «Бытие есть, а небытия нет». Небытия нет, так как про него нельзя мыслить, так как такая мысль была бы противоречива, так как это сводилось бы к «есть то, чего нет». Платин учил, что единое, трансцендентный абсолют привел Вселенную к существованию. Прокл утверждал: единое есть Бог. В VI веке Иоанн Филопон сформулировал несколько аргументов в пользу темпорального финитизма, которые легли в дальнейшем в основу его аргументов в пользу существования Бога. Темпоральный финитизм – учение о том, что время конечно в прошлом. Философ Стивен Дункан отмечает, что идеи Филопона в конечном итоге получили свое наиболее полное изложение у еврейских представителей и мусульманских представителей Калама, или в средневековой исламской схоластике. Калам – это рассуждение на религиозно-философскую тему. Эриогена разработал неоплатоническую космологию, в которой бесконечный, трансцендентный, непознаваемый Бог, находящийся за пределами бытия и небытия, проходит процесс самосотворения, чтобы перейти от тьмы или небытия к свету бытия, порождая первопричину всего творения в том же самом пространственно-временном моменте. В XI веке исламский философ Авиценна исследовал вопрос бытия, в котором он проводил различия между сущностью и существованием. Он утверждал, что факт существования не может быть выведен из сущности существующих вещей или объяснен ими, и что форма и материя сами по себе не могут возникать и взаимодействовать с движением Вселенной или постепенной актуализацией существующих вещей. Таким образом, он рассуждал, что существование должно быть обусловлено действующей причиной, которая обуславливает необходимость, придает, наделяет или дополняет существование сущности. Фома Аквинский адаптировал и усовершенствовал аргументацию Аристотеля, Авиценны и Маймонида, чтобы сформулировать одну из наиболее влиятельных версий космологического аргумента. Его концепция первопричины заключается в идее о том, что Вселенная должна быть вызвана чем-то, что само по себе беспричинно, что, как он утверждал, является тем, что мы называем Богом. В чувственном мире мы обнаруживаем, что существует определенный порядок действующих причин. Неизвестно ни одного случая, в котором вещь оказалась бы действующей причиной самой себя, ибо в таком случае она была бы предшествующей самой себе, что невозможно. Итак, в отношении действенных причин невозможно продолжать до бесконечности, потому что во всех следующих по порядку действенных причинах первая является причиной промежуточной причины, а промежуточная причиной конечной причины, независимо от того, будет ли промежуточных причин несколько или только одна.
Теперь устранить причину значит устранить следствие. Следовательно, если среди действующих причин нет первопричины, то не будет ни конечной, ни какой-либо промежуточной причины. Но если число эффективных причин можно продолжать до бесконечности, то не будет ни первой эффективной причины, ни конечного следствия, ни каких-либо промежуточных эффективных причин. Все это явно ложно. Следовательно, необходимо признать первопричину, которой каждый дает имя Бога. Космологический аргумент – это разновидность аргумента о положительном бесконечном регрессе, поскольку он защищает утверждение о существовании первопричины, утверждает, что отрицание ее привело бы к порочному регрессу. Бесконечный регресс может быть порочным по разным причинам. Невозможность. Мысленные эксперименты, например, парадокс Гранд-Отель, эксперимент, иллюстрирующий свойства бесконечных множеств. Он демонстрирует отель с бесконечным количеством комнат, в каждой из которых находится постоялец. При этом в гостиницу всегда можно подселить еще посетителей, даже если их бесконечное множество. Такого рода эксперименты приводятся для демонстрации метафизической невозможности существования реальных бесконечностей в реальности. Соответственно, можно утверждать, что бесконечный причинный регресс не может иметь места в реальном мире. Неправдоподобие. Регресс противоречит эмпирическим данным или основным принципам, например, такому, как бритва Оккама. Принцип в кратком виде гласящий: не следует множить сущее без необходимости, либо не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости. Неудача объяснения. Неудача в достижении цели объяснения, приводящая к бесконечному регрессу объяснений. Это может возникать в случае логических ошибок, таких как постановка вопроса или попытка исследовать причины, касающиеся происхождения или фундаментальных принципов. Для Фомы Аквинского, если рука сжимает палку, которая перемещает камень по земле, камень прекращает движение, как только рука или палка перестают существовать. Фредерик Копплстон характеризует два типа причинности. Причины инфери, которые вызывают возникновение следствия, и причины инессе, которые причинно поддерживают следствие в бытии, когда оно существует. Два специфических свойства существенно упорядоченного ряда имеют значение в контексте космологического аргумента. Первопричина важна. Последующие элементы не обладают самостоятельной причиной силой для продолжения ряда. В приведенном выше примере камень черпает свою причинную силу главным образом из палки, которая черпает свою причинную силу главным образом от руки. Все члены причинного ряда должны существовать одновременно во времени или вне времени. Сущность подобна свету свечи. Джордж Хейвард объяснял, если свет свечи зависит от непрерывного существования свечи, то свеча не только освещает комнату, но непрерывное существование свечи необходимо для непрерывного освещения. Философ Роберт Кунц предлагает новый взгляд на космологический аргумент. Он утверждает, что отрицание первопричины сводит на нет все эмпирические идеи. Например, мы можем видеть свои руки благодаря цепочке причин, как устроено зрение, как устроен глаз, как информация поступает в мозг и так далее. Он резюмирует цель аргумента следующим образом. Если мы не принимаем теологическую метафизику, мы подрываем эмпирическую науку. Эти две области взаимозависимы в культурном и философском плане. Если вы не можете поверить в принцип причинности и первопричины, это большая проблема для эмпирической науки. Фома Аквинский, исследуя Аристотеля, сформулировал аргумент случайности, утверждая, что должно быть что-то, объясняющее существование Вселенной. Поскольку Вселенная при других обстоятельствах могла бы, по-видимому, не существовать, то есть она случайна, ее существование должно иметь причину. Эта причина не может быть воплощена в другой случайной вещи, но в чем-то, что существует по необходимости, то есть это должно существовать для того, чтобы существовало что-то еще. Эта форма аргумента основана на универсальной причинности, совместимой с концепцией Вселенной, у которой нет начала во времени. Другими словами, согласно Фоме Аквинскому, даже если Вселенная существовала всегда, она все равно обязана своим продолжающимся существованием беспричинной причине. Он утверждает, и это, как мы понимаем, Бог. Аргумент Фомы Аквинского, основанный на случайности, сформулирован как третий путь.
Его можно выразить следующим образом. Существуют случайные вещи, для которых возможно несуществование. Невозможно, чтобы случайные вещи существовали всегда, поэтому в какой-то момент они не существовали. Следовательно, если бы все вещи были случайными, то сейчас не существовало бы ничего. Существует нечто, а не ничто. В связи с этим он приходит к выводу, что случайные существа являются недостаточным объяснением существования других случайных существ. Более того, должно существовать необходимое существо, чье несуществование невозможно, чтобы объяснить происхождение всех случайных существ, следовательно, существует необходимое существо. Возможно, что необходимое существо имеет причину своей необходимости в другом необходимом существе. Вывод о необходимости между существами не может продолжаться до бесконечности, являясь по существу порядочным причинно-следственным рядом. Следовательно, существует существо, необходимое само по себе, из которого вытекает всякая необходимость. Это существо все называют Богом. Готфрид Лейбниц представил вариацию космологического аргумента, основанную на принципе достаточного основания. Он пишет: невозможно найти ни одного факта, который был бы истинным или существующим, или любого истинного утверждения, если бы не было достаточной причины, по которой это было бы так, а не иначе, хотя в большинстве случаев мы не можем знать эту причину. Кратко излагая свою аргументацию, почему существует нечто, а не ничто. Достаточная причина содержится в субстанции, которая является необходимым существом, несущим в себе причину своего существования. Александр Прус формулирует этот аргумент следующим образом. У каждого случайного факта есть объяснение. Существует случайный факт, который включает в себя все другие случайные факты. Следовательно, этому факту есть объяснение. Это объяснение должно включать в себя необходимое существо. Это необходимое существо – Бог. Иоанн или Джон Дун Скотт сформулировал метафизический аргумент в пользу существования Бога. Форму аргументации можно резюмировать следующим образом. Следствие не может быть произведено само по себе. Следствие не может быть произведено из ничего. Круг, цикл причин невозможен. Следовательно, следствие должно быть вызвано чем-то другим. Случайно упорядоченный причинный ряд не может существовать без упорядоченного, по сути, ряда. Каждый элемент случайно упорядоченного ряда, за исключением, возможно, первого, существует благодаря каузальной активности предыдущего элемента. Эта каузальная активность осуществляется в силу определенной формы. Следовательно, эта форма требуется каждому элементу для установления причинно-следственной связи. Форма сама по себе не является членом ряда. Следовательно, случайно упорядоченные причины не могут существовать без причин более высокого порядка по существу упорядоченных. Существенно упорядоченный причинно-следственный ряд не может регрессировать до бесконечности. Следовательно, существует первый агент. Джон Дун Скотт утверждал, что случайно упорядоченный ряд причин невозможен без законов и процессов более высокого порядка, которые управляют основными принципами причинности, которые он характеризует как по существу упорядоченные причины. Центральным тезисом космологического аргумента Калама является невозможность бесконечного временного регресса событий. Первоначальный силлогизм. Все, что начинает существовать, имеет причину. Вселенная начала существовать. Следовательно, у Вселенной есть причина. Уильям Лейн Крейг утверждает, если у Вселенной есть причина, то существует беспричинный личностный творец Вселенной, который не имеет начала, неизменен, нематериален, безвременен, беспространственен и невероятно могущественен. Крейг считает, вся наша Вселенная была создана благодаря чему-то, что находится за ее пределами и превосходит ее. Ведь не секрет, что одно из важнейших представлений о том, что теисты подразумевают под Богом, это творец неба и земли. Возражения против космологического аргумента могут привести к вопросу о том, почему первопричина уникальна тем, что для нее не требуется никаких причин. Критики утверждают, что концепция первопричины квалифицируется как особая аргументация, или что аргументация в пользу исключения первопричины поднимает вопрос о том, почему вообще должна существовать первопричина. Эндрю Лок ссылается на космологический аргумент Калама, в котором каузальная предпосылка «все, что начинает существовать, имеет причину», гласит, что только те вещи, которые начинают существовать, нуждаются в причине.
Крейг утверждает, что принцип причинности основан на метафизической интуиции, согласно которой ничто не возникает из ничего. Если такая интуиция ложная, то, по его мнению, было бы необъяснимо, почему что-либо не возникает случайным образом без причины. Тем не менее, не все философы разделяют точку зрения причинности как априорного обоснования. Дэвид Юм утверждает, что этот принцип основан на опыте, следовательно, относится к категории апостериорного знания, знания, полученного из опыта, и подчиняется проблеме индукции. Согласно этому возражению, основной космологический аргумент просто устанавливает, что существует первопричина, а не то, что она обладает атрибутами теистического бога, такими как всезнание, всемогущество и так далее. Светские философы утверждают, что космологический аргумент может доказать существование первопричины, но не позволяет идентифицировать эту причину как бога. Причинно-следственная петля, называемая также причинной петлей, временной парадокс, в котором повторяющаяся последовательность событий является взаимной причиной друг друга. Некоторые космологи и физики утверждают, что природа времени бросает вызов космологическому аргументу. Вопрос, что было до Вселенной, не имеет смысла, понятие «до» становится бессмысленным, если рассматривать ситуацию без времени. В теоретической физике проблема времени представляет собой концептуальный конфликт между квантовой механикой и общей теорией относительности. Квантовая механика рассматривает течение времени как универсальное и абсолютное, тогда как общая теория относительности рассматривает течение времени как податливое и относительное. Эта проблема поднимает вопрос о том, что такое время на самом деле в физическом смысле и является ли оно действительно реальным, отдельным явлением. Она также включает связанный с этим вопрос о том, почему время кажется текущим в одном направлении, несмотря на то, что ни один из известных физических законов на микроскопическом уровне, по-видимому, не требует одного направления.